Если вы любите сюжеты об абсолютно обычной повседневной жизни среднестатистического человека, живущего в США, Хьюстон, штат Техас, то смотрите это видео. Я приглашаю провести вас со мной один мой день. Всем привет! С вами Таня Генерал на канале Субъективно об Америке. Сегодня ваш излюбленный формат солянка, все обо всем, один мой день. Мы с вами посмотрим на мою абсолютную повседневную бытовуху, забежим быстренько в магазин, сходим к мастеру по маникюру, расспросим ее об особенностях и местных реалиях, забежим еще в оптику для того, чтобы забрать очки, и поговорим о том, почему лейсик делается не навсегда, и много-много других разных мелких элементов и моментов, которые, я знаю, вам так полюбились. Пожалуйста, располагайтесь, наливайте себе чайку. Поехали! Вот уже 3 месяца подряд мое утро начинается с зарядки. Кончилось то благословенное время, когда было достаточно просто нерегулярных занятий йогой, заплывов, бесконечных прогулок, беготни по жизни, чтобы оставаться в форме, желательно не в форме шара. То ли пандемия, то ли возраст, в общем, приросло ко мне 10 лишних килограмм за последние 1,5 года, и мне это категорически не понравилось, я решила собой заняться, теперь занимаюсь спортом. Результаты меня очень радуют. Так что так вот начинается мое утро. Следующим номером нашей программы холенье и лелеяние наших прекрасных личиков. Про использование горячих полотенец я вам уже рассказывала. Это не утренний случай на самом деле. Горячие полотенца мы с вами используем тогда, когда нам нужно быстренько привести себя в порядок. Видео про это у меня есть целое отдельное, вот здесь будет. А утром после душа что мы делаем? Мои любимые штуки. Это сахарный скраб. Выглядит не очень приглядно. Не очень приглядно. Но работает великолепно и очень вкусно пахнет, и расходуется экономно, и очень вообще. Я держу его в душе и использую всегда. Затем сыворотка. Она наносится на лицо похлопывающими движениями. И следом дневной крем. У меня сейчас идет дневной крем вот этой марки. Он увлажняющий. Вы используете, конечно же, тот, который вам подходит в качестве дневного крема. Сильно рекомендуют в любое время года последние тренды использовать крем с фактором защиты от ультрафиолетовых лучей. Я вам тоже рекомендую. Это ежедневно, что я делаю с моим лицом каждое утро. Минут 5 вот таких вот похлопываний. Ну что, теперь можно идти или оставаться вот так вот, не крашеной, не мазанной на целый день. Или накладывать макияж. Но это уже совсем другая история. Пока я вам тут рассказываю про утренние процедуры, кое-кто рассказывает о том, что неплохо бы уже и завтрак. Тильда. Абсолютно. Пошли завтрак готовить. Так, пока занималась, нам уже тут подали завтрак. Сколько жира. В холодную погоду вы замечали, что ужасно хочется всякого жирного. Мне, конечно, еще очень хлеба хочется, но у меня пока детокс, пока без хлеба обходимся, без соли, сахара, масла, но с хорошим количеством жира. Да-да-да-да. Ну и да, вообще предполагается, что кофе не должно быть, но вот у нас еще кофе. Такой детокс-то у нас. А после того, как закончится завтрак, что мы делаем? Теперь надо ехать на работу. Ну как ехать? Вот так примерно, смотрите.
Ду-ду-ду-ду-ду-ду-дум. Едем, 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 очень долго едем. У нас тут пробки. Это вот мой второй офис для моей второй работы. А это моя основная работа. Вот я и в офисе, вот я и приехала. И ну что у нас тут? Надо начинать. Погнали наших городских. Заехала забрать очки. Неделю назад я запостила изображение себя в разных очках, чем вызвало невероятный отклик и резонанс не только по выбору разнообразных оправ, которые мне подходят или не подходят, но и множество домыслов по поводу того, что почему же это я вдруг, сделав лейсик, неожиданно вдруг снова ношу очки. Наверное, не так прекрасна медицина в Америке. Сейчас я заберу свои очки и все вам объясню. Hi, I came to get my glasses. I received the message that it's done. Oh, okay. What was the first and last name? Татьяна Белл. Все, что касается очков, сделанного мною давным-давно лейсика, 7 лет назад. Мне было тогда уже 42 года, зрение у меня было -4, и моя самая главная жалоба и главная проблема, две, было то, что я, когда за рулем, я не вижу вообще абсолютно ни знаков, ни названия улиц, ничего. В темноте у меня были проблемы с вождением без очков. У меня были очки для близорукости, и большая была проблема на работе, потому что у меня в течение дня от этих очков очень сильно я напрягалась, у меня болела голова. Мне сделали лейсик, врачи меня предупредили, что это не навсегда, что где-то на 5 лет железно, и дальше уже начнутся возрастные изменения, когда происходит дальнозоркость. Доктор мне очень хорошо, понятно и конкретно объяснил, но я сейчас уже все забыла, что это естественный процесс. И, соответственно, где-то 6 лет, то есть в прошлом году у меня началось это, 6 лет спустя, у меня появились проблемы со так называемым средним зрением. То есть далеко я вижу великолепно, я могу прочитать вам письмо на Луне. А вот среднее зрение, то есть монитор компьютера на расстоянии вот так вытянутой руки, у меня с ним большие проблемы, стало все расплываться. Моя работа связана с очень точным вниманием к деталям, одну где-то закорючку не разглядела, а это ошибка или косяк, поэтому мне было важно хорошо видеть на мониторе. Ну, про то, что вот так я ничего уже не вижу, ну, это побочка. Для чтения у меня отдельные очки, на это я не жалуюсь, с этим у меня проблем нет. Вот вам простое объяснение, почему же я здесь была, выбирала очки. Это мои обычные рабочие очки, которые я использую за монитором, учитывая, сколько я вообще где-то бываю. Мне стало очень жалко денег на дорогую какую-то крутую оправу. И даже вот это мне обошлось, визит к доктору для того, чтобы проверить глаза и выписать новые линзы, $180. И вот эти линзы $90. То есть это в общей сложности $270. Ну, в общем, я, в общем, прекрасна, потому что я их ношу только несколько часов во время работы за компьютером. Вот такие объяснения. Забежала сдать несколько штучек, которые заказала на Амазоне. Вот к вопросу о возврате всяких таких покупок. Заходишь просто в приложение, делаешь «Вернуть», тебе выдают QR-код, приезжаешь куда-нибудь в место, где вот так вот организован прием возвратов, и возвращаешь. Стратегически они такие приемы организуют в каких-нибудь магазинах, в самом-самом дальнем углу магазина. Пока дойдешь до центра возврата, пройдешь через весь магазин, и к рукам обязательно что-нибудь прилипнет. А фишка вся в том, что при возврате вам дают $5. И вы такая, ну как же я уйду, $5 унесу? Надо что-нибудь купить, даже если вам ничего не надо. Быстренько забежала в магазин купить кое-каких продуктишков на скорую руку на салатик. И прямо с центрального входа они знают мою личную слабость. Конечно, в Крогере же все сделано специально для меня. Здесь у нас уже бушует весна. Тюльпаны во весь рост, азалии,
Орхидеи на самом деле вне сезонные, они продаются всегда. Красивые, правда? Я вот никогда не была способна сохранить орхидею до следующего цветения. Они у меня, к сожалению, одноразовые. Ну и догадываетесь, какой будет следующий праздник? Ту-ду-ду-ду. Вот уже первые весточки. Цветы в Америке на самом деле настолько доступные, что я не понимаю, почему такая проблема у американских мужчин с дарением цветов женщинам. Приходится их воспитывать, тренировать, буквально дрессировать методом положительного подкрепления. А в отделе овощей очередная пертурбация. Видите вот тот дальний угол с зеленой вывеской Organic? Раньше это было вот здесь. И раз в какое-то время они их меняют местами. Я думаю, что это заговор для того, чтобы вы... Ну, мы же все ходим по магазинам практически на автопилоте. Забежали, схватили что-то в привычном углу, а оно хоп, и оказалось, что оно органик и гораздо дороже, чем вы ожидали. Я по-прежнему скептически отношусь к органику. Но, как говорится, это свободная страна. Каждый для себя выбирает сам. Так, ну что же мы вместе с покупкой овощей для салата купили? У вас такое бывает? Пойдете за овощами для салата, а купите еще много всякой фигни. Для меня показатель комфортности, расслабленности и счастливой жизни в США стала, например, не клубника круглый год, а огурцы и редиска, и зеленый лук. У нас в Сибири когда-то в моем детстве это все было в таком дефиците, появлялось только в конце июня ненадолго. И огурцы были вообще таким счастьем, как, впрочем, и редиска. А теперь я их ем, когда захочу. Вот сегодня захотела. Еще купила сладкую картошку, обычную картошку. Знаете, что средняя картошка и большого размера картошка стоит 89 центов за полкилограмма. А вот меленькая картошка стоит гораздо дороже. Не имеет никакого смысла, но вот так вот. Еще решила попробовать вот такую мелко нарезанную лапшу из кабачков цукини. Ну, мы же знаете с вами все на здоровом питании, на вечном похудении. Также с похудением очень хорошо сочетается солями и мяско под названием прошутто. Кокосовая вода была по акции. За 4 упаковки $2. Не могла не взять. Я очень ее люблю. Фасоль в разных видах. Хайнц я люблю еще из России. Здесь его местные не производят, хотя, казалось бы, американская марка. Вот он продается в отделе интернациональной еды. Ну, это из мексиканского отдела. Малинка. Ой, люблю малинку. Вы любите малинку? Я очень люблю. Всего у нас этого добрища получилось на $40. Как говорил Ипполит Матвеевич, однако... Я на самом деле покривила душой. Такие одно растение, которое подарили мне в прошлом году пышно цветущим, мне удалось сберечь и сохранить. И смотрите, она успешно у меня набирает цвет и уже собирается цвести. Очень красивая такая вот азалия. Очень мне по ее поводу радостно. Знаете, кто там чихает? Угадайте, кто там чихает? Чихает Тильда. У Тильды есть какая-то аддикция к пакетам. Она вот так в них залезает и что-то там пытается найти. Тильда. Тильда. Следующий пункт нашего назначения – ноготочки. А ноготочки у нас располагаются вот в таком месте. Это большой комплекс, где все специалисты по красоте, парикмахеры, мастера маникюра, мастера, что еще у нас в красоту входит? Ну, всякие там брови, наращивание ресниц. Вот здесь вот они так располагаются. Это такая общая зона. Мне здесь очень нравится. Я всегда, когда прихожу, я рассматриваю детали интерьера, разные элементы. Кто-то же о них вот так вот подумал. Ку-ку. Тут вот нас такой диванчик встречает в зоне ожидания. Очень было красиво, когда каждый как мог свои двери украшал перед Рождеством.
Но так как сегодня уже 14 января, то уже все давным-давно прошло. Дела давно минувших дней. Вот тут очень красивые. Очень напоминает Египет. Мы прибыли к месту назначения. Звезда моя пришла. О, привет. Это ты, моя звезда. Привет, привет, дорогая. Привет. Ну ладно, мы будем 2 звезды, 2 светлых повести. Это вот новый Юлечкин офис, кабинет, офис или кабинет. Предприятие называется Нефертити, и, как вы можете видеть, основными 2 темами являются странная сюрприз Нефертити непосредственно и золото. Очень много золота. Вот прямо, ну, очень много золота. Я люблю золото. Мне вот здесь вот у Юли очень импонирует наличие золота, потому что золото прямо очень откликается. Юля мастер, как американцы говорят, Master of many hats. Она не только делает самые лучшие ногти в Америке, но она еще и делает очень много всяких штук для лица. То есть у нее получается вот такой офис двойного назначения. Мне, знаешь, интересно, я очень много вижу девочек наших, которые начинают здесь заниматься этим, они делают это дома. И как бы, ну, их мотив очевиден, что это большая экономия на оплате аренды за вот такой офис. Какие твои главные мотивы были, когда ты решила вот работать все-таки из офиса, а не из дома? Конечно, дома выгоднее работать. Не нужно платить арендную плату, не надо платить страховки и многое другое. Но для меня в первую очередь важно здоровье моего клиента и его комфорт. У меня много домохозяек, клиенток, которые хотят прийти за красотой и выбраться из дома, попасть в тишину и послушать релакс-мьюзик, где никто ее больше не будет беспокоить и отвлекать. Кстати говоря, вот еще почему отдельные кабинеты косметолога и парикмахера ценятся больше, чем просто большие салоны, где поток людей. Все-таки здесь клиент чувствует себя на все 100% VIP. Могу добавить также, что в доме часто бывают животные, что может отразиться на чистоте стерильного помещения, дети, которые могут беспокоить мастера и его клиента. А отдельный кабинет, конечно же, это другой мир. Мир чистоты, красоты, тишины и спокойствия. Бывают у тебя проверки, не знаю, местной санэпидстанции? Да, проверки существуют. Приходит команда из TDLR, что в расшифровке Texas Department of Licensing and Regulation, и проверяют полностью ваше помещение. Это происходит раз в 2 года. Например, если у вас есть надлежащие документы для работы в салоне. Это в первую очередь лицензия с вашим личным номером и фото, которая выдается на 2 года. После каждых 2 лет необходимо проходить 4-часовое обучение, чтобы обновить эту лицензию. Еще на 2 года и так каждый раз. Что может быть нарушено так сильно, что закроют и запечатают двери и скажут, вы лишаетесь права вообще делать этот бизнес? При проверке представитель TDLR спрашивает у мастера вопросы, чем он обрабатывает инструмент, как часто, где стоит содержимое. Хочу заметить, что это тоже должно быть в надлежащем месте. Наверное, многим будет интересно тот факт, а что же это за лицензия такая? Почему я ни разу не упомянула просто слово «сертификат», который получают об окончании обучения? Сертификатом вы же мастер и можете работать. А нет, косметолог или парикмахер, не получивший лицензию, не имеет никакого права работать в этой сфере. Если придет проверка и это обнаружат,
тогда можно получить огромный штраф и вплоть до тюремного заключения. Это для того, чтобы мастер помнил, как обращаться с клиентом, знал, как правильно обрабатывать и дезинфицировать инструмент, содержать свой кабинет должным образом. Когда это все соответствует регулированию законов, тогда ничего не страшно и вас не закроют. Так что будьте внимательны, следуйте законам и всем здоровья. Ну, вот так, на фоне золотой стены. Красивая, правда? И у нее еще такая текстура. Вообще, богато, дорого. Вот такие ногтики. Сейчас будем делать педикюр. Вот такие хорошенькие ногтики получились. В холодную погоду что может быть лучше, чем щи с квашеной капустой? У-ху-ху. Из странного в этом супе у меня имбирь. А еще, вы знаете, что американцы делают? Видите вот эти огромные масалы? Это останки индейки с Дня Благодарения. Так как индейка сама по себе очень большая, ее на День Благодарения готовят и потом употребляют еще в течение месяца. И все маслы, и все ее кости точно так же вот сохраняют, замораживают и потом варят из них супчик. Вы думали, американцы прям такие богатые, деньги у них растут на деревьях? Нет, они тоже деньги экономят, еще как. Ням-ням. Ну и в конце дня, когда уже все дела переделаны, мы или читаем. Сейчас у нас на повестке дня очень крутой британский сериал, который называется Landscapers. Очень рекомендую. Ну и вы, конечно, не вздрагивайте, не пугайтесь, но вот примерно вот так мы смотрим сериалы и читаем вечерами, потому что красота страшная сила, и нужно ее поддерживать. Вот так мы ее поддерживаем. Вот такой получился насыщенный день. Как вы понимаете, обычно в это время у меня на мне уже нет никаких микрофонов, но все сегодня специально для вас, для того, чтобы вам показать, как живет свою жизнь обычную Таня Генерал. Спасибо, что провели этот день со мной. Мне, как обычно, интересно ваше мнение про формат видео, про истории, которые в сегодняшнем видео были. Что больше всего вам понравилось? Так, прекратили мявчить. Они требуют уже, чтобы я занимала исходное положение, потому что у них есть специальное место, где они обычно спят. Они требуют, чтобы я... Правую или левую? Левую. Вот она уже смотрит сюда. Левая рука должна быть свернута колечком, и она вот в этом колечке спит. Да. Снег или дождь, но вот это должно быть выполнено. Я буду вам признательна за комментарии, я буду признательна за оценку этого видео, как вам нравится такой формат. Если вы любите подобные сборные солянки, то у меня их было уже за годы существования канала много. Они собраны в отдельном плейлисте, который я размещу везде, вот здесь. Прекратили сейчас же, теперь она начала кашлять. Это невозможно. Нужно заканчивать это видео. Я вас всех обнимаю. До встречи в следующем видео. Далеко не уходите. Впереди еще очень много интересного. А теперь фокус. Алекса, bedroom light off. Okay.